Декоративно-прикладное искусство Казахстана. История одной из важнейших областей народного творчества – декоративно-прикладное искусство, тесно связано с традициями, обычаями кочевого образа жизни, с художественным ремеслом, художественной промышленностью, с деятельностью профессиональных художников и народных мастеров. Мастера по дереву, ювелиры, рукодельницы изготавливали изделия, имеющие практическое назначение в быту. Для воинов мастера изготавливали оружие, военное снаряжение, копья, сабли, секиры, мечи и так далее. А мастера по дереву изготавливали детали войлочной юрты, домашнюю утварь, сундук, кебеже, асадал, чашки, половники, большие чаши и музыкальные инструменты, дамбру, кабыс, шартер и другие. Ювелиры изготавливали различные украшения – серьги, браслеты, кулоны, подвески, талисманы, украшения для женской одежды и кос. Народные умельцы вносили заметный вклад в развитие ремесел, осваивая и развивая различные технологические методы. Например, искусство изготовления сёдел, упряжи требует не только мастерства, но и умения применять различные материалы. Мастера по изготовлению сёдел не ограничивались лишь изготовлением седла и конской упряжи, они их украшали различными орнаментами. Истоки народных промыслов и ремесел Казахстана уходят вглубь веков. Археологические находки свидетельствуют о развитии ткачества у племен андроновской культуры на территории Казахстана. Казахский народ стал преемником духовной и материальной культуры племен, издавна обитавших на территории Казахстана. На развитие культуры казахского народа большое влияние оказали народы Южной Сибири и Средней Азии. Значительных высот достигли традиционные народные ремесла во второй половине XIX – начале XX веков. Прикладное искусство имеет национальные черты. Форма предметов, посуды, мебели, одежды связана с обычаями и образом жизни народа, с его эстетическими воззрениями в прикладном искусстве. Учитываются и возрастные различия людей. В тот период многие аулы не имели возможности приобрести бытовые предметы в городе. Сельские жители использовали изделия народных умельцев. Особенно большим спросом пользовались изделия мастеров по изготовлению сёдел, ювелиров, сапожников. Мастера, занимающиеся мелким производством, трудились в своем доме или же у заказчика. Все свои инструменты, сырье они возили с собой и могли кочевать вместе с аулом на Желяу и работать. А мастера по дереву, изготавливающие основу юрты, арбы, большие деревянные изделия, мастера по железу, обработке камня, открывали свои мастерские, где изготавливали и продавали свой товар. Издавна в быту казахского народа особое место занимают предметы быта, изготовленные из древесины. Мастеров по дереву в зависимости от производимой ими продукции подразделяли на деревообделочников и мастеров по выделке деревянных частей юрты. Одним из видов традиционного промысла, требующего мастерства и огромного труда, является работа мастеров по изготовлению деревянных основ юрты. Кереге и уйки для юрты изготавливались в большинстве своем из различных пород деревьев, растущих по берегам рек. Для изготовления юрты самым лучшим видом дерева считается тал, ива. Обеспеченные люди деревянные основ юрты делали целиком из березы. Необходимыми инструментами мастеров по дереву считались круглая стамеска, топор, ручная пила, набор долота и ножей, шило, щипцы и рашпиль.